Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от List Games. Сегодня у нас на обзоре Chieftain T-95, средний танк Великобритании, прем-танк 8 уровня, вот такой вот красавчик, вот с таким замечательным гнездом на голове. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово Петровичу. Итак, господа, коллижен модель нашего Chieftain T-95. Ну и давайте разбираться с его броней. Что касаемо НЛД, 107. Картон пробивает на 2 уровня ниже. Касаемо центральной части 113, ВЛД 188, вверху вот даже рикошетная часть, ну потому что тут уже хорошие углы переведенной брони, они чуть-чуть завалены еще в горизонте. Да, ВЛД иногда на этом танке что-то будете отбивать. Обязательно будете вот этими вот частями рикошет. Но по центру танк все равно бьется. То есть вот сюда ему лучше не стрелять. Вот, касаемо дальше. Надгусеничные полки 2,65. Ну, неплохо на самом деле, как для среднего танка. И даже вот здесь ближе к краям это уже рикошетные зоны. Там 300 с лишним. Вот, что касаемо башни. Кругляк вокруг ствола 487. Вот эта часть рикошетная, она вытянутая, естественно, вы ее не пробьете. Нижняя часть маски 144 по центру, ниже рикошет, 152 углы. Здесь рикошет 210. Ну, короче, стреляя в маску этому танку, вы рискуете попасть в рикошетные зоны, что нежелательно. Вот эти вот места у него бронированы 380, 360, 310, ну 300 вот где-то. Под маской орудия 355, 355, 300. Сама башня 266, 300, 400, 500. Ну тут все рикошетное, здесь аналогично. В принципе-то вот 216, кстати, вот здесь такого нету. 267, а вот здесь слева 233, 217. 370 и все такое. В принципе, башня, как для среднего танка, восьмерки, очень неплохо зашита. Верхняя часть, планочка, по правилу 3 калибров, там от 150 с небольшим можно закинуть. Есть вот первая выемка, странная, да. Я даже не знаю, какой-то обзорный прибор, командирский обзорный какой-то приборчик тут. 142, пожалуйста, примет. Ну и, конечно же, зачем нам рассматривать броню башника, а у нас на голове вот такой замечательный пирог с броней в 51, 75 по краям. Боковое бронирование у нас экраны противокумулятивные 44, вверху 87. Не рекомендую на этом танке я танковать, только за счет рикошета, но вы подставляете вот это все дело, которое тут в легкую пробивается, ну и немножко перекрутили, вас уже... Кстати, почему-то странно, показывает рикошет. А, вот, уже. Так, пока еще рикошет. Нет, ну, кстати, что-то даже танкует. Но все равно вот это будете подставлять. Странно очень, ребят. Смотрите, 44, а система показывает вот в таком положении при 44 рикошет. Вот так пробивается и тоже рикошет. Ну, очень опасно. Смотри, каким калибром еще, кстати, будут кидать. Касаемо орудия. Пушка у нас стоит 8 левела. Альфа 240, 320 на фугасе. Очень крайне низкое пробитие на фугасе 45 мм. 202 бронепробития на основном, 238 на голде. И это проблема этого танка. Крайне низкое бронепробитие, еще и при нищей альфе. Ну что такое 202? И на голде 238. Как-то неадекватно. Пушка заряжается при всем при этом 7,5 секунд на стоке, ДПМ 1920. Хорошая точность на самом деле 0,36. Комфортное время сведения в 2,2 секунды. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем повышение жизнеспособности модулей. В четвертом блоке плавающий прицел. В пятом блоке антибликовую маскировку фар. Вторым слотом берем обзор. По оборудованию рекомендую на эту машину ставить турбину, просветленку и досол. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный. Скорость полета снаряда 1143 метра в секунду. А вот голда у нас подкалиберный снаряд и летит почти 1600 метров в секунду. Very best отстреливать подвижные
подвижных противников. Осколочно-фугасный, кстати, тоже здесь достаточно быстро летит, 1143 метра. По снаряжению: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Итак, господа, в чем же у нас плюсы, а в чем у нас минусы? Плюсы у нас касаемо пушки в части хорошей скорости полета снаряда. У нас есть УВН минус 10, у нас даже есть броня в башне, но все это дело портит вот это гнездо на башне. И плюс очень нищее пробитие на основном, да и на голдовом снаряде тоже. При учете того, что у нас достаточно посредственная альфа. Ну что это такое 240? Но сама основа минуса этого танка, почему лично он мне сильно не нравится? Потому что играть на нем вот с таким огромным гнездом на башне, в которое, ну, если в этот танк стреляют на средних дистанциях, я молчу про ближние дистанции, на средних, то обязательно будут закладывать в этот люк. Обязательно. И всегда. По ХП 1400 и тоже, ну, почти стандартные, маловато, опять же, из-за этого гнезда. По мобильности 47 вперед, 18 назад, 19 лошадей на тонну удельной мощности. Я хочу сказать, танк по ощущениям как-то едет туго. У него что-то с проходимостью по грунтам. Вот он реально вот эту свою максималку в 47 достаточно туго набирает. У нас присутствует незаметность, причем она очень слабая. Да, у нас перк везде прокачан. У нас всего лишь неподвижные машины 16%. Как это не смешно. По обзору 482 метра благодаря просветленку инструкции на оптику. Вот. Единственный хороший плюс, на мой взгляд, у этого танка, это неплохое, неплохая скорость полета снаряда. Да, очень точно идут снаряды, особенно голдовые. Ну, предлагаю уже ехать, давайте пощупаем, посмотрим, собственно, на что этот агрегат способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Chieftain T-95, Великобритания, средний прем-танк 8 левела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тяжей дофига, всего дофига ЛТшек. Ну, и одна арта есть у них, да. Блин, такой он тугой с места. Ребят, вот даже на турбине он еле едет. Максималку набирает медленно. Ну и что это за максималка? Да. Спорная машина, конечно, по подвижной. Ребят, никто со мной не поехал. Ну что это такое? Стоим, ждем. Наш помощник уже где-то пол хп растерял, едет. Твою дивизию. Вот это сюрприз. Пробил его! А чё никто не помогает? На, получай.
Попадание по модулю. Вошло как в масло. Проверь-ка. Все. С тобой было неинтересно. Они даже не подозревают, с кем связались. Не играй с огнем! Я, можно ехать. Пошло! О, хороший выбор. Получай снаряд! Я буду искать вас, и я найду вас. И я уничтожу вас. Ну такой, 2-5 счет. Да, 2К дали. Суммы 3200, но... Тут где-то 13.75 мотыляется. Ух ты. Ха, почти на вылет. Попал в модуль. Попал в модуль. Красота. Мощь. Мощь, красота. Ух ты. Ё-моё. Проверь-ка. Все, встали тут памятником. Есть пробитие. Гусеницу поправили. Go, go. Убьет, убьет. Пробитие. Сука. Splendid. Ну да, да, да. Досадная неудача. Ну, ребята, Надеюсь, ты сделаешь выводы. сколько мы? 3300 дали. Нормальный урон. Ну, веб-сайт, что тут происходит. Наши все толпой сюда поехали и насосали. Вот просто всей толпой поехали направо. И что вы думаете? Умерли? Умерли. Хорошая ли машина Chieftain? У него достаточно точное орудие. Вот, ну, броня посредственная, а подвижность посредственная, как для среднего танка. Хвалить машину прям факт не буду. Что-то она мне не очень понравилась. Прям не очень. Не знаю, не зашла. Прям сказать, что прям хороша, нет. Это могло быть фатально. Фатально, да. От борта играй, родной. Что ж ты делаешь-то? Опа, а сзади сюрприз. Встали А тут сзади памятником. сюрприз. Гусеница Ай-яй-яй-яй-яй-яй. восстановлена, можно ехать. Зажил, молодец, убил. Ать, 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 спрятался, гля. И 6-то наш. Красавчик, гля. Сейчас еще и победим, ребят, 7-8 уже. А вдруг? Надо, чтобы тяжи тут все грамотно разыграли, перебили всех. Ребята, добивайте их, выходите. Добивайте. ПЗ-ке не повезло. Скажем честно. Так, тебя обходит. Решайся, в кого ты сейчас будешь стрелять. Все, молодец. Давай, добей. Нет, он слишком долго думал.
Бизон просто выехал и убил. Так. Чито СП у тебя на хвосте, родной. Оп, тебе повезло. Но он фуловый. И отсветился. Вы посмотрите, что происходит. Просто отсветился. Вперед чуть-чуть еще проедь. Вот. Но это проигрышный бой. Нет, это уже не тащится. Количество хп, ну просто забей. Так, что у нас тут стерва как себя чувствует? Плохо чувствует себя стерва. Стерва себя чувствует не очень. Было бы у нее чуть побольше приведенной брони, стерва БС-1 игралась лучше. Но поскольку эту инвалидину пробивают все и любым калибром, можно сказать, всегда почти, то такое. Так, стерва в ангар едет. По всей видимости. Ты гля, пока живет и все. Охереть. Ну, стерва дает. Вот дает. Ну все. Ай-яй-яй, светишься. Челленджер. Оп. Ух ты, как ты интересно решил выехать без кустов. Оригинально. Ладно, Chieftain T95. Стоит ли покупать в магазине? Я его взял. Взял, прокатился. Второй бой. Первый пощупал, попробовал, чтобы уж быть готовым, так сказать, к озвучиванию плюсов-минусов этой машины. И вот во втором бое медленная СТ-шка. Нету вот той, да, 3300 сойдет. Медленная СТ-шка. Максималку набирает медленно, но хорошая точная пушка. И что-то даже есть в броне, и иногда даже корпусом отбивает, как это не смешно. Вот, но вот этот колпак наверху такое себе. И больше всего подвижность убивает. Вот прям убивает подвижность. Он на турбине не едет ни хера, это Chieftain. Ладно, ребята, у кого есть в ангаре этот танк, пишите свои комментарии. Для тех ребят, которые только собираются его приобретать, думают, тратить на него свои кровные либо нет. Вот, как по мне, по пятибалльной системе 4 с минусом, 3 с плюсом. Даже четверки, на мой взгляд, этот танчик не заслуживает. Да, пушка хороша, но. Есть много но. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукас под видео, а я говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.